Привет всем! Вы на канале Пульс Земли, ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 19 марта. Поехали! Штат Алабама, США, который буквально день назад был затоплен из-за сильного дождя, сегодня пострадал от прохождения торнадо. В эпицентре оказался небольшой городок Атмор. Смерч буквально разнес и стер с лица земли трейлер-парк, стоянку популярных в Штатах передвижных домов. Он был расположен в нескольких километрах к северо-западу от казино Wine Creek. Очевидцы события сообщают, что стихия буйствовала чуть более 10 минут. На этих кадрах последствия от удара стихии. Несколько трейлеров попросту раскидало по территории всей стоянки. В результате удара стихии 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо домов на колесах пострадали и обычные здания. Что касается ущерба, то власти все еще не берутся назвать точные цифры. Специальными службами проводится оценка нанесенных повреждений, а коммунальщиками проводятся работы по восстановлению инфраструктуры. В Техасе за последние несколько дней были отмечены 10 довольно массивных пожаров. Один из крупнейших был зафиксирован в городе Карбон в округе Истленд. В этом населенном пункте было зафиксировано 4 основных очага возгорания. По состоянию на полдень пламя охватило 45 тысяч гектар. Огонь уже уничтожил множество зданий и сооружений. На данный момент пожар локализован на 4%. Власти уже эвакуировали несколько городов, включая Гарман, Восходящую звезду и Карбон, где был нанесен значительный ущерб. Лесная служба Техаса предупредила об угрозе пожаров и объявила красный уровень опасности. Распространению пожаров по довольно обширной территории способствовали засушливая погода и сильный ветер, максимальные порывы которого составили 28 метров в секунду. Однако уже во вторник, согласно прогнозам синоптиков, ветер должен ослабнуть, что существенно облегчит работу пожарных. На данный момент жертв и пострадавших не отмечено, не считая нанесенного материального ущерба. В Пекине и во многих других районах Китая идут снегопады. В пятницу после обеда на Пекин обрушился мощный снегопад. В некоторых районах столицы началась даже метель, а максимальная дневная температура составила всего 2 градуса со знаком плюс. Ожидается, что снегопад продлится до полуночи, а видимость в большинстве районов города может упасть до 100 метров. По состоянию на вечер пятницы в городе было объявлено синее предупреждение о сильном снегопаде, а также желтое предупреждение об обледенении дорог и густом тумане. Согласно последнему прогнозу погоды, ожидается, что минимальная температура в городе опустится до минус 2 градусов по Цельсию, а в горных районах будет самая низкая температура, которая достигнет отметки в минус 8 градусов. На северо-востоке Китая в результате мощных снегопадов были заблокированы дороги. В некоторых городах провинции Ляонин и Внутренняя Монголия выпало уже более 20 сантиметров снега. Парагвай накрыл очередной пылевой смерч. Хочется отметить, что это уже 6-й смерч с начала этого года, который буйствует в Парагвае. Откуда же такая активность? Парагвай никогда не отмечался таким количеством формирования и прохождения торнадо. Можно с уверенностью сказать, что это аномально много. Этот пылевой смерч был отмечен в городе Посо, Колорадо. По сообщениям СМИ Парагвая, смерч сформировался около 2 часов дня и примерно через 10 минут растворился в воздухе. Метеоявление нанесло материальный ущерб лишь фермерам, уничтожив часть сельских сооружений. Один из мощнейших торнадо в истории Парагвая был отмечен в 2017 году. Тогда он разрушил более 50 домов, погибло 25 человек. Проливные дожди, которые сопровождались сильным ветром, произошли в городе Маланг, Восточная Ява в Индонезии. Они привели к затоплению 18 точек в этом городе. В результате внезапных наводнений погибло по меньшей мере 8 человек. Спасатели продолжают искать пропавших без вести, а также пытались найти выживших на заболоченных склонах. Казалось бы, по меркам наводнений в Индонезии это не самое сильное наводнение. Максимальная высота паводка достигает 80 сантиметров, а в среднем по городу не более 40.
По данным Национального агентства по чрезвычайным ситуациям в Индонезии, внезапные наводнения в Маланге были вызваны интенсивными осадками. За 6 часов выпало более 150 миллиметров. Это вызвало резкий прирост воды в пострадавших районах. Потоки воды снесли мосты, а грязь с мусором затопила дома. По словам экологов, стихийные бедствия становятся с каждым годом все разрушительнее. По их мнению, это связано с чрезмерной вырубкой лесов. В Стамбуле снова выпал снег. Новая волна холода охватила всю страну, при этом нарушив жизнь, заставив закрыть школу и объявить в провинциях желтое погодное предупреждение. В 17 из 81 провинции в Турции отменили дневное обучение до 21 марта из-за сильного снегопада, включая и крупнейший мегаполис Турции Стамбул, на который обрушилась третья волна снега за последние 3 месяца. Ожидается, что в южных районах температура снизится на 3-5 градусов, а по всей стране она останется ниже сезонных норм. Аэропорт Стамбула уже отменил более 150 авиарейсов. Снегопад начался в ночь на субботу, и через несколько часов толщина снега составила 35 сантиметров, а в центре города, где было меньше осадков, толщина снега составила около 25 сантиметров. Снежные осадки будут идти вплоть до понедельника. Власти Стамбула призвали горожан не выходить на улицу, а также не выезжать на своем автомобиле, если в этом нет необходимости. Морские млекопитающие погибли на косе Форевел на южном острове в Новой Зеландии. За 15 лет тут произошло по меньшей мере 10 таких выбросов китов. Более 2 десятков китов погибли в результате выброса на берег, который произошел сегодня. Департамент охраны природы сообщил, что 29 длинноперых китов-лоцманов уже были мертвы, когда стая из 35 морских млекопитающих была обнаружена на удаленной косе Форевел. Власти отметили, что рейнджеры обеспечивают уход за животными, они уже долгое время находятся вне воды. Самое массовое явление выброса китов на берег произошло в феврале 2017 года, когда на берег выбросилось около 700 млекопитающих, а 250, к сожалению, погибли. Ученые не знают, почему этот пляж настолько смертоносен. По одной из версий, коса создает в заливе мелководное морское дно, которое мешает китам работать с навигационными системами сонаров. Вулкан Семиру за последние сутки произвел серию из 5 взрывов и извержений магмы. Одно из самых мощных произошло сегодня ночью в 5 часов 35 минут. В результате этого извержения образовался плотный серый шлейф пепла, который поднялся на высоту 4500 метров и дрейфовал на север. Извержение вызвало небольшой пирокластический поток, спустившийся к основанию вулкана. Обсерватория вулкана сообщила о сейсмическом сигнале с максимальной амплитудой 20 мм и продолжительностью 330 секунд. Последнее мощное извержение вулкана произошло в декабре прошлого года. В результате буйства стихии ранения получили более 50 человек, а эвакуировано было 900 местных жителей. В опасной зоне оказалось 11 деревень, которые оказались погребены под слоем пепла и вулканической пыли. На японском острове Хонсю несколько дней не стихает снегопад, а в некоторых местах и метель. В ряде префектур сугробы достигают метровой высоты, на дорогах транспортный коллапс. Поступают десятки сообщений в чрезвычайную службу от водителей, оказавшихся в снежном плену. В горных районах сотни автомобилистов простояли в пробках всю ночь, которые превышали многие километры. В результате разгула стихии пострадало по меньшей мере 15 человек. Не ходят и поезда, курсирующие с севера страны в Токио. Из-за обледенения электросетей 9000 домов остались без света. В этом году Япония как никогда продолжает страдать от исключительной холодной и снежной зимы. Были побиты неоднократно рекорды выпадения снега, особенно в северных районах. Последствия непогоды коммунальщики разгребают до сих пор. За последние сутки на Земле произошло 130 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,9. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 9 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Маленький симпатичный бурундук относится к семейству беличьих, роду грызунов.
Его родичами также являются сурки и суслики. Существует 25 видов бурундуков, большинство из которых обитает на американском континенте. Зверек довольно небольшого размера, он не превышает 17 сантиметров, а при этом длина хвоста может достигать 12. Ученые подсчитали, сколько весит тельце пушистого создания. Совсем немного, от 30 до 120 грамм. Активность они проявляют днем, поэтому обладают очень хорошим зрением. На зиму запасливые зверьки собирают до 8 кг пищи, что очень много для такого миниатюрного создания. Спасибо вам за просмотр выпуска. Спасибо за внимание и до завтра.